Хорошо. А, Тогда вот, у меня такой запрос возник, да, вот посмотреть этот ураган Мелисса. Вот что интересно было бы узнать, это, просто, ну, как бы природное явление или, знаешь, это, не знаю, какой-то крик о помощи, ну, вот там той же планеты. Ну, как-то так. Ну, про что это? Ну, и что там происходит во время таких ураганов, на эфирном плане? Каковы причины появления таких ураганов? Да, вот, ну, вот тоже найти, что там, вот когда он зарождался, что там, происходило на эфирном плане. То есть и вообще, возможно ли как-то так, на тонком плане, знаешь, наладить, ну вот, связь с планетой? И возможно ли такие вещи вообще как-то, ну, если не отменять, как бы, да, то хотя бы как-то уменьшать вот эту интенсивность? Ну, такой эксперимент просто хочется, знаешь, провести. А возможно ли как-то повлиять на такие вещи? Возможно ли как-то вот, контактировать с планетой и вот, ну вот, в общем, вот такой эксперимент провести. Можно ли как-то воздействовать на такие природные явления? И что их вообще Да, вызывает? интересный вопрос. Давай пойдем посмотрим. Ну, давай. Мгм. Скажешь, когда будешь готова? Я готова. Сейчас. Так. Уже не трещит тут, мешаю, не звуки, не это самое. Одела У я все меня, свои. у Телевизор, меня все. Хорошо. звуков не слышно никаких. Ну, хорошо. Я умостилась. Мгм. Так. Я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство, где будешь считывать только истинную информацию. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Что ты видишь? Ну, как раз перед тем я даже хотела тебе сказать, что а, я удивилась, как ты читаешь мысли мои. Я посмотрела, как раз были новости американские, Мгм. и там показывали. Я не знала, что там такой сильный ураган. Я почему-то думала, что просто какой-то шторм, и все. Вот. И увидела какой там мощный ураган, и как вид из космоса. А, То есть вот эта воронка. Мгм. Белые облака, а посередине эта воронка. И вот именно я вижу эту воронку. Я как бы в На таком. физическом плане, да? Ну, Видишь я его увидела вот как эту картинку в этом, в новостях? в новостях, да. Но также я увидела, как бы со стороны сейчас смотрю, м, что эта воронка как-то считывается как сегмент времени, и она так тянется прямо на землю. Вот звучит Джамайка. Мгм. А там, где эта нога этого урагана, там, что Так. интересно, такой, как черный квадрат. И М. считывается стечение обстоятельств, точка опоры урагана. Но вижу, что по уровню Земли идет как бы в другом пространстве. Измерение, а, тонкое измерение, а, Так. считывается памяти. И тянется вот так, как в сектор магии, а считывается колдовства. Мгм. А Вот. кто находится в секторе магии? Приказываю проявиться. Какой-то считывается толстопуз,
и вижу такого, а, ну, как мультяшный такой изображение такого толстого человека. Вот это как в Советском Союзе рисовали этих буржуинов. Помещиков этих, ага, буржуев, Мгм. ага. Да, Так, западных буржуи. приказывай ему отвечать, кто он такой. Я вижу глаза, лицо я вижу. Два человека. Такой считывается мировой предатель. Такие глаза, а внутри черные. И нос такой какой-то, как клювом. Так, приказывай ему отвечать, кто он такой. М, Звучит Сорос. И так двумя пальцами достает, как будто из кармана, такие часы, как раньше носили на Мгм. цепочке. И он вот так двумя пальцами достает часы, говорит время памяти. Что это значит? Сейчас я его спрошу. Он говорит, я уничтожал своих господ. И как-то идет такая подключка или связка энергетическая черная. Слышу Так. концлагерь. И где-то в Европе, где-то как будто Сербия или вот там где-то. М, Вот Восточная Европа. И Так. он говорит, что он обманул часовщика. Мгм. Так. Кто Я такой? вижу, что он считывается как такой молодой парень, Мгм. совсем молодой. Так. И А что я вижу, означает? со стороны Германии идут такие... это война. Идут Мгм. такими шеренгами и так тух-тух, как одинаковые, как будто вышкаленные такие войска черные. М, А он берет и вот так этого часовщика отдает им. Он говорит, что мы разграбили нацию евреев. Так. А кто такой часовщик? Он его называет дядюшка Сэм. Вот это как коммунисты называли м, Америка. американцев, да, то Мгм. есть Америку, такой символ Америки. Так. И в Это чем он какой-то, обманул? в чем, Мгм. сейчас я посмотрю. Он пока, ну, я вижу такую картинку, как будто бы он стоит, знаешь, как на качелях, как детские качели. На одну садишься, а другой ребенок на другую, и так Ага. покачивается. Мгм. А я вижу, что он как-то с этими войсками, да, с этим войском, которое примаршировало, встал на одну эту сторону, а другая отломилась, и этот дядюшка Сэм, я слышу, концлагерь, и вижу, как грабят, Так. как грабят. Что грабят? Этого Кого? вот, это не один дом, это много. Он считывается как сын предателя, М, буквально как Иуда. Так. Правильно понимаю, что он стал на сторону этих фашистов и вместе с ними там это всех еврейские дома грабил и тем самым заработал себе капитал. Я слышу, служил нацистам. Мгм. Так.
А каких господ он уничтожал? Я слышу тех, кто дали ему хлеб. Мгм. Так. А как это все связано с ураганом Мелиссой? Пока не знаю. Он опять достает эти часики и говорит, Так. сейчас расплаты пришел. Что это И значит? говорит, или я, или он. Про кого И это он говорит? показывает опять на этого. Я вижу, что сейчас в этом образе дядюшки Сэма, так называемого, да, проявился такой м, еврей, вот еврейской вот наружности, человек, и у него такая досада, как сокрушение духа из-за этого предательства, из-за того, что его ожидало потом. Так. Кто этот человек? Считай, кто он такой? Он считывается как часовщик. Я зашла к нему в лавку вот тогда, и я вижу, он такой очень приятный человек и показывает мне, у него на стене, в лавке, на стенах висят такие часы разные. Так. Почему он на них тебе показывает? Он показывает теперь на этого Сороса и говорит, что он меня убил. Говорит, меня сожгли в печи. Мгм. Так. А что за час расплаты? Или я, или он? Это про Это или что? я, или он, это говорил этот Сорос. Сорос. Да. В чем суть этого часа расплаты? Оно считывается как накопленное зло. Мгм. Но вдруг я вижу, как будто бы он смотрит, как через увеличительное стекло, и пальцем так тык на Ямайку, и говорит, что он использует природные явления для подавления бунтов. Так. Каких бунтов? Сейчас я спрошу. И я вижу, он берет такие красные звездочки и наклеивает там, где считывается коммунизм, в этой звездочке, и приклеивает. Сейчас я посмотрю где-то. Это как бы, я слышу Нью-Йорк. М. Так. Что там происходит? В Нью-Йорке. Мгм. Там я вижу, как будто бы открылся какой-то портал, и такая коричневая энергия выходит, энергия фашизма, как будто бы из-под тишка, как будто из какой-то, ну, как же эта штука называется? Ну, такая как гофрированная штука, которой вот так дым делают. Это у моего дедушки такое было, когда он дым делал, чтобы пчел Мгм. отгонять. Мгм. Я поняла. Эти И оттуда такая коричневая не идет. меха или что-то Да, такое, меха, ну. по-моему. Вот. И я вижу в этой энергии а, люди кричат и делают, как бросают какие-то зажигательные смеси в окна. Он Так. говорит, что мы затопим Нью-Йорк Мгм. в крови бессмысленных. Так, это его планы такие? Но этот бунт еще должен, произойти или он уже Да, был?
То есть Ну, они нет, планируют он его, как да? будто бы планирует. И он, когда Мгм. ты спросила, он так как бы свою костюм раздвинул двумя руками, этот пиджак, Мгм. и на груди такая, как тельняшка. Это Так. считывается как магия и гипноз. Мгм. Так, зачем ему в Нью-Йорке этот бунт? Он говорит, что ему нужно уничтожить дядюшку Сэма, американскую систему благополучия. Так, для чего ему это? Сейчас, когда ты спросила, он говорит, что он корень зла, и я вижу, что вот так из сектора интерферентов, из снизу, с нижних, как бы с минусового, минус там с этого Мгм. пространства, как будто такой коричневый корень в него, а он как марионетка на нем. Мгм. И Кто он хозяин? говорит культ сатаны. Оба-на. Кто хозяин этого корня? Приказываем А, проявиться в его пространстве. Чья марионетка этот Сорос? Так появляется какой-то спрут, который такими своими этими щупальцами, очень упругими, так пытается как будто бы выразить сопротивление Ну, он в нашем пространстве и пытается нашей вредить Земли, да. светлым душам, нашей планете. Поэтому приказываю ему Но у него проявиться. что-то светится, он как будто бы, как будто бы у него по центру есть рука, которая держит такое что-то светлое. Посмотри, что это за энергия светится. Я слышу сила возмездия, миссия. Так, чья это энергия? Кто хозяин этой светлой энергии? Я слышу Холокост и вижу э, такие люди, светлые люди, как души, но все они связаны как в одну связку, как сноп такой. Так, кто они такие, считай, эти люди? А я слышу избранный народ. Мгм. Когда этот свет появился там, в этом спруте, что произошло на физическом плане? Так, куда-то меня далеко уводит. А, Вернись к этому спруту. Нет, это я исторически оно куда-то. Исторически. Я вижу какое-то, слышу семя, такое черное зернышко. Господи, ужас один. Я увидела это убийство. Каин, он просто размозжил голову Авелю. Мгм. И он говорит, я убил своего брата. И Так. говорит, что я вижу, как кровь, энергия, это не физическая кровь, а ДНК, энергия. Вот этого Каина, он такой светлый, а он вон там стоит среди всех. Вот он мне помахал, вот там в этом пучке. Он Мгм. мне помахал и говорит, что началась эра людоеда. После этого убийства Да, спроси у него разрешения пообщаться с ним, помочь ему, если он хочет, выбраться с этого пучка. да, он говорит, что ты мне уже помогала. Мгм. Говорит, но он не может покинуть своих братьев. Так. Что И их там показывает, что держит? вокруг них такая черная, как змея, которая их держит внутри. Так, что это за энергия? Вот это он. Там считывается Хамас.
Мгм. Сильнейший стресс. А, ну, очень, ну, скажем так, очень многих людей по всему миру. Не только для евреев, но и для всех. Точно так же, как американцы переживают за Украину, за Израиль. Ну, кроме того, что сами украинцы и израильтяне как бы переживают этот страшный стресс, эту несправедливость. И я вижу, что эта черная энергия их буквально удерживает в этом портале. Так, кто хозяин этой черной энергии? Приказываю ему проявиться в его пространстве. Я вижу, что вот этот дух Каина, он такой злой, и он все время показывает, что как он убивает Авеля, и показывает, что у него вот как этот пенис так и звучит. И такая от его пениса такая черная волна. Считывается, что это начало магии. Но магия от манипуляции отличается только буквами, а смысл тот же, то есть это насилие. Вот. И я вижу, что такая волна потянулась туда вниз, вниз, считываются горящие души, и там я как будто бы пролетаю по таким, как будто подземелье, и ну, буквально как под землей. Так интересно. Там даже видно Мгм. корни, разные металлы лежат. Вот. Так, и куда это все ведет? Считывается культ сатаны, противник. Мгм. Это культ, это как божество. И там в глубине я вижу вот такой змей скрутился, а у него на голове не змеиная голова, а женская голова с волосами. Мгм. Так, и кто это? Считывается как женщина какая-то. Так, приказы отвечать, кто она такая. Она говорит, что она первая жена Адама. Мгм. А я... Интересно. Так, как она связана с этой черной энергией, Она которая говорит, держит. что она дала ему семя. Вот это, что я видела, это семя черное, оно выглядит как семечко, а она, между прочим, вот эта змеюка там, как будто бы плюет семечки, так знаешь, безразлично. Ну, как Мгм. эти бабки лузают эти семки. Мгм. И она говорит, что она своему мужу дала семя дьявола. Она говорит, что она рождена дьяволом. Она, знаешь, я вижу, что она не настоящая женщина, а это демоница. Она летает Мгм. вокруг Адама, и она его соблазняет, а он в своем шарике. И он встает, она вызывает похоть в нем, а она демоница. То есть она Мгм. дух, духовное существо. Так, и что И, происходит, когда она семя ему дает, это а темное, черное? я вижу, как вдруг такое пространство вздрогнулось, и он почувствовал вожделение, я слышу. И он подходит, и открывается дверь, а она материализовалась. Она входит и буквально как бы нападает на него, и они как бы такой танец страсти, буквально кувыркаются вот так. И я Так. вижу, когда он вошел,
то он это почувствовал, что что-то не то. Мгм. Что Я слышу происходит? семя от соблазна, и он как-то быстро остановился, и я вижу, как эта энергия, то есть есть термин, но я сейчас не могу его припомнить, как он называется, но когда первый, э, первая женщина, мужчина прописываются в ДНК друг друга. Мгм. Мгм. Да. И что в А я этот момент слышу происходит? селекция духа, и я вижу, я слышу, что он загажен. Вот. А она так громко засмеялась, вот эта змея с этой головой женщины, и дематериализовалась. Так. И как это дальше влияет, то, что Адам загажен? К чему это привело? Я вижу, что эта темная энергия, которая в нем начала работать, вот он присел и начинает рисовать символы. Он нас нарисовал треугольник, потом еще что-то, и я вижу, и я слышу, дематериализация прекращена. Так, что это значит? Сейчас я посмотрю. Я слышу, что он хочет снова и снова испытать то, что с ней испытал. М. Мгм. Что это за символы он рисует? И мне идет информация, я буквально это вижу, что в этот момент он начал прикладывать как бы усилия магические для того, чтобы ее вызвать обратно, Мгм. потому что в этот момент как будто запрет во Вселенной сработал, что, ну, чтобы нельзя было материализоваться, то есть переходить с одного состояния духа в состояние материи. Вот так вот, и Мгм. обманывать. Но он, я вижу, что считывается, что началась а, эра ритуалов. Мгм. Так, как это повлияло на дальнейшую судьбу человечества? В данный момент, ну вот ты прям предугадываешь. Вижу, что прямо в этом моменте как бы это как контракт. И в этом же контракте сразу же прописаны все эти, я слышу, нечеловеческие страдания, Мгм. потеря сознания и этот же ураган. Ну, то есть он М. среди всех этих несчастий, которые выпадают на нашу планету, это тоже Так, это как все бы по этому контракту? по этому контракту как бы сформировалось, да, потому что выбор формирует события, Так, хорошо. Давай будущее. проявляем этот контракт, и всем сторонам этого контракта я приказываю проявиться. А, Авель говорит, что он рожденный от матери своей. Хотя я тебе скажу, что я версию другую слышала, что именно из-за Евы человечество попало. Но здесь я вижу вообще противоположное, что М. именно из-за похоти. Магичить Адам начал, да? Адам, Да, точнее. то есть не то. Ну, Адам это не имя, это вообще Ну да. человек. Мгм. Вот. Так. Стороны контракта. Там далеко Проявляю. и глубоко стоит такая фигура, это как фигура демона из картины Врубеля. Он его действительно видел, Врубель. Мгм. Потому Что что, это за тема? ну, вот этот, которого называют дьявол, сатана, Люцифер, Мгм. это Так. первый, это источник всех проблем во Вселенной. Мгм. Да, как тут вторая сторона этого контракта.
Ну вот выходит этот Адам и говорит: "Ну я". Мгм. А посмотри, на какие условия этого контракта. Ну Мы вот это что можем сделать, интересно, Вика? условия? Ну, можем, Мы можем его конечно. рассмотреть, этот контракт? Ну, сейчас я этого Адама спрошу. Мгм. Он говорит, что он спровоцировал нечеловеческий геноцид. И Так. говорит, что он уязвил своих братьев. И как ему это? А, а ему плохо. Он как Так. будто бы по диагонали разрезан. Ноги Мгм. отрезаны вместо ног. Ну, вот это ноги, вся правая сторона вот так по диагонали. Так. А хочет ли он это отменить? Он Что говорит: он "Я не могу, ты можешь". Так, мы можем ему помочь. Он опять говорит, что он не может. Он говорит, Мгм. что он казнен. Понятно, хорошо. Тогда ты можешь? Ну да. Мгм. Хорошо. Сейчас Тогда я проявляй. посмотрю, почему это я могу. Посмотри. А, вот оно что. Я вижу, Почему? как я смотрю, вот там, где его, ну, этот пенис, да, Мгм. и вот где, ну, вот это как оно там выходит, это семя. И когда я там смотрю, там образуется, ну, когда у него, вот я таки слышу, оргазм был. Мгм. Я туда смотрю в этот момент, и мое внимание, моя энергия прямо такое, как сияние. И когда я это смотрю сюда, то у этих израильтян, то есть у этих детей света, у этих, которые стоят там как сноп связанные, Мгм. а в этой веревке, она такая, как гадюка, такая живая, считывается Хамас. Это как последняя вот, ну, современный э, геноцид, проявление современного геноцида. Мгм. Так. Вот она вдруг ослабевает и вот так самоуничтожается. А я смотрю, смотрю так ему прямо туда, в это, где соединение с этой, с этим духом произошло. И такой вдруг крик, вот такой крик, Так. и эта змеюка с головой женщины, Мгм. ну как бы выскочила, а этот тоже закричал Адам. Так. А почему такая реакция? Сейчас я посмотрю. Я слышу зрение совершенного человека. Мгм. Так. Хорошо. Автоматическое действие телепатии. Это Мгм. эмпатия, то есть это энергия, это не считывание мысли, это энергия, я слышу, которая поглощает зло. Мгм. Так, хорошо. Смотри дальше. Смотрю, и это семя, вдруг этот Адам начинает как бы выдавливать ну, начиная с его пениса, вот так выдавливает, как будто бы его пенис попал в шланг в такой. И он этот шланг черный убирает, сдирает с себя как кожу. И как Мгм. закричит «Сын мой!» И Так. он раскаялся, он кричит: «Что ж я наделал?» Мгм. И он видит, и я ему показываю Авеля, вот это все, и все эти истории, всю эту историю человечества, эти потопы, это все показываю ему, к чему это все привело. Мгм. И он берет, опять так присел, а, вот это что-то,
имеет в этом значение? Что интересно, это так мы живем в таком интересном мире. Вот мне было 10 лет, Марку было 20 лет. Он учился в университете на архитектора, и там скульптуру он сделал. Такой забор каменный, и стоит женщина, оперлась на этот забор. А я в этот момент ждала, когда магазин откроют. Вот, мама послала что-то купить. Мгм. Магазин был закрыт на обед. Ну, это ж привозили в Советском Союзе, привезли там что-то, хлеб или что, люди в очереди постояли, пошли, купили, раскупили и все. Вот. И я так присела, а там женщина стояла, и такой там забор был каменный. И она так Мгм. оперлась об этот забор, и я ее взяла палочку и так нарисовала. То есть получилось так, что мы как будто бы с Марком в этот момент а, один и тот же сюжет. То есть он как бы считал тот сюжет, который видела я. Мгм. Вот. И какое же это имеет значение? Так. Почему ты вспомнила именно этот случай? Ну, мне идет совершенный человек, Мгм. от слова «свершать», что я свершила как бы сквозь эти времена, и сейчас я опять к этому Адам. Адаму, да, 4 Адама, да. Мгм. и Что я там ему у него происходит? показываю, я вижу, что он вот этот символ, который я рисовала и потом оно мне часто приходило. И вот этот он тоже я поняла. Вот оно, я поняла, что я вижу. Короче, это мне подсказка была, как мы соединяемся духовными нитями друг с другом. Марк уже женат был к тому времени, да, но как он М. считал а, мою душу, да, то есть в одно и то же время, и у него эта статуя до сих пор есть. Мгм. Вот. И точно так же, как мы с ним соединились, да, я первый раз, когда была у него в доме, я так удивилась, ну, потому что я сразу не говорила, что я там его знала еще до этого, что я Мгм. видела, но я искала эти м, совпадения, потому что как бы Мгм. доказательство, что он действительно моя родственная душа. Я Мгм. удивилась и каждый раз удивлялась, сколько совпадений. И это одно из. То есть как мы через время и соединились. И вот это, что рисует этот Адам, это вот к чему я веду. Он рисует. То есть у нас вот это чистое соединение произошло на уровне душ. А у этого Адама вот это соединение с темным духовным, подземным, так называемым, духовным миром произошло через похоть. И вот это семя от да, Лилит, как бы Лилит, Мгм. это демоница, да. Но она не женщина, ее никто не сотворял. Она себя сама материализовала. Мгм. И из-за этой похоти произошел вот этот, буквально как квантовый скачок, произошло искажение и заключение контракта на эту негативную судьбу человечества и на эту вечную войну между семенем зла и семенем добра. То есть точно так же, как в человеке происходит внутренняя борьба между человеческим разумом, его душой, его этой золотой тенью, то есть то, что он боится даже признать в себе эту силу Творца, и той Мгм. тенью.
тем внутренним вампиром. И это то же самое отображается и во всем человечестве, и вот эти катаклизмы, и войны, геноцид, это как раз и проявляется в действиях целых групп людей. Видит ли сейчас Адам, к чему вот эти его похоть и все его вот эти символы, к чему это все привело? Он говорит, ты пришла, чтобы спасти человечество, и Мгм. показывает мне как бы Писание из Библии, и говорит, что Так. они не поняли, они скрыли, они скрыли знания, говорит. Идет такая информация, что они не поняли, как ему можно будет помочь. То есть сейчас все по порядку, очень все ну, Мгм. все знание сразу как бы открылось вот так. Мгм. Короче, я в этом не уверена, я не знаю. Я там Библию читала раза 3 от начала ну, от начала к концу, еще много Мгм. раз так читала. Ну, конечно же, я не могу сейчас с уверенностью сказать, но дело идет о том, якобы, что в Библии написано, что Адам не может отменить этот контракт. Ну, там не написано контракт, а не может раскаяться. А именно раскаяние и есть тот переломный момент, который как бы переводит человека в другое состояние, в состояние, в состояние прощения. То есть вот это точно так же происходит у этих абьюзеров, да, этих нарциссических абьюзеров. Они думают, они как бы застряли в своем и как бы не могут раскаяться, они не могут признать, что все люди, и они в том числе, как бы раненые. То М. есть они закрывают сами себе путь, и я вижу, что этот процесс как бы начал этот Адам, этот человек. И Так. он опять говорит, они не поняли. Кто они? А, Он говорит, культ сатаны. Так. Что они не поняли? Он говорит, что это было сокрыто, что это сокровенное знание, и это знание касается меня, ну, я так думаю, что и людей, и других людей, телепатов. То есть, потому что телепаты — это те люди, которые обладают вот этой удивительной энергией, которая буквально растворяет старые контракты. Так. И что они не поняли? А вот этот культ сатаны, они не поняли, что может быть по-другому, что моя энергия может освободить Адама. Он полностью освободился. Мгм. Вот эта полоса черная, которая его разделяла, полностью ушла. Он вот так как бы поднимается вверх, вот так. Мгм. А что они скрыли? Это как бы они не то что скрыли специально, они не поняли, что это М. возможно, потому что они судили по себе. Мгм. Хорошо. Как сейчас выглядит Адам? То есть он не говорит о том, что это кто-то, кто Библию писал или что, а это та система зла, М. управляемая как бы этими упырями, которые энергетически связаны с этим. А этот Сорос смотрит на часы и говорит, ну хватит. Так. Почему он Я, смотрит на часы? Куда он там сейчас все я. торопится? Он говорит, этот дух в нем черный такой, противный, так скрючился и говорит, я знаю, ты пришла, чтобы убить меня. А я взяла, как будто бы ногой наступила на этот черный шланг и вытаскиваю эту сияющую энергию у этого Адама с этого шланга. Мгм. И он вот так как-то поднялся вверх и повернулся ко мне спиной, а у него крылья такие, не как у ангела, а такие стеклянные, как у бабочки.
И он говорит, что он стал вершиной зла. Я ему передаю, что он может сейчас, если желает, конечно, потому что мы этого все желаем, все светлые души желают того, чтобы он расторг этот контракт. И он не обязан быть служителем дьявола и начинать эту магическую а, эпоху. И вот я М, вижу опять тот момент, когда он как бы настраивается на эту демоницу. Он м, буквально, настраивается на нее. мгм, А, сейчас я говорю, что он может, если желает, просто отменить. И я вижу, как, такой символ идет, что он, видит, в своих желаниях не эту демоницу со страстными объятиями, а ему м, открывается совсем другая картина. Он видит такой сад, и там гуляет такая красивая девушка. А он говорит, ага, что это его вторая жена, а я говорю, что он может поменять, и пусть первой женой ему станет Ева, мгм, жена, женщина, мать всех живых, потому что он как бы начал эту... а, И вот я вижу в этих энергиях вот это коммунистическое унижение женщин, потом это мусульманское, заставлять ходить в этих м, паранджах. То есть вот эта вся идеология унизить женщину, это как раз и есть попытка перебросить карму. мгм. Вот, и я передаю ему, показываю и говорю, что он может встать с этого ложа наконец-то и принять решение, и принять свою первую жену, светлую, чистую женщину. Так, что происходит? Да, которая предназначена, я слышу, Адаму. Мгм, Я вижу, так, как он освободился от этого черного портала, и у него все засияло вот там, где родовые эти. Я ему передаю, что он может буквально это семя уничтожить. И я вижу, м, как он смотрит в этот сектор интерферентов, и ну, как будто бы у него глаза как лазеры. И он так, буквально глазами испепеляет эту змеюку, и она эту маску головы женщины сбрасывает, превращается в обычную змею, и у нее это семя как-то из зуба выскочило и в мгм, сектор магии. А в сектор магии это как эта дверь, которую я видела. И я вижу, как так, закрылся этот портал, он вот так вот проявился. И вот эта дверь между этими пространствами закрылась. И мгм, я слышу конец э, дематериализации. Я подумала, почему это дематериализация идет. так, И сразу пришел ответ, что это с нашей стороны кажется, если мы как со стороны человека смотрим, то кажется, что это материализация. Но на самом деле это дематериализация, потому что со стороны э, идет, со стороны этой духовной сущности, и с ее точки зрения, да, то он, эта сущность деструкция, я слышу, то есть он изменил свою структуру, и с его мгм, духовную, и с его точки зрения это уже дематериализация. То есть так, я передаю Адаму, что он может закрыть все порталы, и вот эту магию, которая окутала всю нашу планету и каждого человека в частности, он может убрать эту всю ответственность. И я тоже это все убираю, на это все смотрю и мгм, освобождаю детей света. Передаю этим жертвам Холокоста, чтобы они освобождались. мгм.
Так, что происходит? Я вижу, что оно так, как будто бы этот желудок, они стояли, как будто бы над порталом зависли. И это начинает выворачиваться, как желудок. Этот эгрегор пожиравших людей. И вдруг Сорос уходит вниз. Я передаю ему, что он по отношению к Ямайке, по отношению к Америке, к Нью-Йорку, по отношению к нашему человеческому разуму, ко всем людям находится в секторе магии. Он ответственный за эту коммунизацию общества, деморализацию, и пусть принимает карму. Мы отказываемся Мгм. принимать его магию, его манипуляции, его ложь. Пусть забирает его же руками. Так, И выходит этот, его зовут Джозеф, часовщик? часовщик, да. Он выходит, а, показал мне, опять показал мне свой магазинчик с часами Мгм. и говорит, ты пришла вовремя. Говорит, пора остановить разгул дьявола. Мгм. Да. Так. Передай ему также информацию об освобождении. Если он хочет, то мы можем помочь ему перейти в пространство, где отдыхают души. Или у него еще есть информация для тебя? Он говорит, что он воплотился несколько раз. И каждый раз, говорит, я умирал, как ничто. И показывает парня в этой связке, и он плачет. Ну, почему? Я ему, ну, я спрашиваю, утираю ему слезы, и взяла как будто бы на диванчик, посадила и говорю, чтобы он рассказал, что случилось. М. Он показывает 3 портрета и говорит, мои дети погибли, и жена погибла. Говорит, что они сжигали его тело, а теперь они сожгли его душу. Так. Что это значит? Ну, Сожгли его душу. он так сильно плачет, и перед ним такие 3 портрета, а на них как будто бы нет изображений, а только свет. Так, а ты можешь найти эти души? Да, я вижу, они в секторе интерферентов, там есть такой эгрегор, и я вижу, они бегут, и как будто бы драконы такие черные нападают. И это энергии такие. И они считаются коммунисты. Это вот это нападение с 7 октября. Они буквально режут, и я вижу, что они творят. Мгм. Так. Передай тем душам также Да. алгоритм освобождения. Передай, что они могут отказаться Вот оно участвовать в этой что. резне. А я стою и смотрю, почему он такой черный? А это от горя такие низкие вибрации. И Мгм. он говорит, они питаются моим страхом, вот этой, ну, по-украински я слышу, жалем, а, вот этой энергией. М. Он говорит, уничтоженной Жалобою. души, жалобою, так, этой жалостью, да?
И они питаются. Говорит, они сделали меня таким же, как они. Я ему передаю, что он может выйти из всех ситуаций, а также передать по всему его роду, по всем ветвям его свободу. Пусть найдет М, силы в себе стать тем, кем он есть на самом деле. И вот это слышу Рахиль. Имя и так. проявляется а, на фотографии, появляется портрет. Мгм. Ты Я ему передаю, чтобы он вытолкнул себя этот весь негатив. Пусть так. передаст информацию всем людям, всех рас, национальностей, которые Мгм. пострадали из-за своего света. Так. Пусть А может отдадут, да, говори. может он найти души своих этих близких, за которым он так страдает и плачет? Могут они соединиться, объединиться, найти друг друга? Я вижу, что они потянулись в секторе интерферентов, как будто бы огромные, как сейф, такие двери. Так. Что это за энергия? Я вижу, что это момент этой ужасной смерти, их буквально вот это постоянно идет, уничтожил их. И я говорю, что это ложь. Священную Мгм. душу нельзя уничтожить. Я вижу, что такая тоненькая-тоненькая ниточка тянется. Она начала проявляться вот в нижнее пространство, и там считывается Холокост, и там как будто бы, как в торте такие слои, вот так буквально спрессовывают эти души для того, М. чтобы они не восстали. Так, хорошо. Это также связано с тем контрактом Адама. Да, Так, а что сейчас с этим контрактом? я этот контракт Адам расторг. Он показывает, нет, 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 показывает Тогда, рукой, говорит, что он не принял эту женщину. м, тогда давай передадим информацию о том, что этот контракт расторгнут. Вот я смотрю, как ты это сказала, сразу в этом эгрегоре все эти люди, которые были как спрессованы, эти души, как Мгм. сияющие в темном пространстве, в таком плотном, как будто бы в сейфе, закрыты со всех сторон. Мгм. И вдруг они встали и сели, и начинают читать информацию, и поднимаются вверх. И вдруг этот человек их вот так вот обнимает. Я передаю, Мгм. чтобы эти души передали информацию всем тем душам, которые находятся. И пусть восстановится справедливость, потому что кровь Авеля а, зовет о справедливости до сих пор. И до тех пор, Мгм. пока не будет восстановлена справедливость, и до тех пор, пока не будет освобождена каждая божественная душа, и не будет наказан каждый злодей, то эта кровь не успокоится. Мгм. А ты также можешь направить свое внимание на этот сейф, чтобы также его Да, я смотрю на него, я смотрю, растворить? и я вижу, что вот это как какая-то, как луч, который вот так, вот так вот, и там такие искры, как бы отодвигает эти, и эти пласты раскрываются. И я передаю информацию всем живым душам, они все живы, они ни в чем не виноваты. Их приучили думать, что они виноваты. Ни одна М. жертва ни в чем не виновата. И я показываю всю эту информацию и говорю, что контракт расторгнуть. Мгм. И в этот Так. момент я увидела, как этот ураган вот так как бы засосался сам в себя,
Мгм. где эта платформа была, и эта черная платформа, Сорос Ублям, вот так вот а, на лоб его. Так что, оказывается, Сорос — это самое большое зло, Читай. а он считывается как главный антисемит. Давай проявим его суть на свет, направь Я на вижу, что него у него во лбу такая красная коммунистическая звезда. То Мгм. есть, ну, ну, по сути, это культ. Вот это культ дьявола. Вот этот коммунизм, социализм — это все утопия. Мгм. Это так не Проявляем это работает. все на свет, всю эту структуру, Я которой этот приказываю Сорос ему забирать, а принадлежит. также его всем этим служащим, которые продвигают эти нарративы и эти идеи. Пусть забирают карму, пусть каждый получит карму. Я вижу, что карма, как будто бы камни с неба на них падают, такие черные. Мгм. Передаю, чтобы они забирались прочь, убирались прочь с нашей живой Пространство. планеты, с нашего пространства души нашего человечества, с пространства, общего пространства нашего сознания. Очищаем, Мгм. и наша воля прекратить все катаклизмы на планете Земля. И войны. Войны в первую очередь запрещаем и передаю информацию всему человечеству, что оно свободное, что каждый человек — это священный творец, который своим М. сознанием, своими эмоциями творит. Но что творит? Пусть выбирают добро, любовь и убирают прочь это зло. Оно ничто. Зло — это просто ничто. Оно ничего не может сделать против воли божественного человека. Мгм. А посмотри, что там с порталом в Нью-Йорке. Закрылся ли он? Я слышу Мадани. По-моему, вот так звучит. Я знаю, Так. что там какие-то выборы должны быть. Мгм. Как изменилась ситуация с этими бунтами? Но мы запрещаем вот эту всю ложь коммунистическую, а, которую, ну, слышала, что эти коммунисты, а, я не знаю, какой-то избиратель там, да, сумасшедший, какой-то то ли араб, то ли кто он такой, хочет вообще уничтожить Нью-Йорк. Мгм. Ну, все эти планы, кто там за ними стоит, кто там что пытается, как навредить людям, светлым душам, все их проявляем на свет. Да, Ну и передаем всю эту информацию тем службам, которые призваны это все остановить. да, Ну и еще раз передаем во все наше пространство о том, что контракт Адама расторгнут, его больше нет. да, человечество пусть очищается, уже этот семя змея внутри, пусть каждый своим сознанием убирает из Мгм. нашего общего пространства, из личного пространства. Так, а ты также говорила, что когда был подписан этот контракт или когда он там рисовал эти символы, Мгм. произошел квантовый скачок. Да, произошла вот эта завязка магическая, по которой эти люди, я слышу квантовое искажение. Так, Ну, это начало магии. а можно это исправить сейчас, после того, как контракт Да, расторгнут? но мне идет, что это оно на физике не сразу Мгм. заработает, оно как бы доходит, да, но Да, оно сразу работает у тех, кто проявляет осознанность, а потом по нарастающей. Но мое желание, чтобы это уже все произошло здесь и сейчас, и мгм. запрещаем эту магию, открытие порталов и Ну да. переброс кармы.
а также смешение генетической информации живого Творца, человека с демоническими духовными этими энергиями. Мы это запрещаем в Ну да. нашем живом пространстве. Вернуть нашу реальность на ту ветку, на которой она и должна была быть по плану Первотворца. Да, возвращаем силой воли и нашего осознанного выбора в нашу ноосферу, в наше коллективное разумное, чистоту, свет, жизнь, гармонию, процветание. Никто не обязан жить прошлым и носить этот код так называемого греха, который как раз эти священники и продвигают в сознание человека, потому что то, во что человек верит, то он и создает. Если он верит в чистоту и свет, то он создает чистоту и свет. Хорошо. Отсоединись от всех и от всего. Да? Найди на счет 3 свое эфирное тело. Виктория. Один, два, три. Я почему-то слышу, ну, только увидела себя и слышу, полыхаю. Так, что это значит? А, Я слышу, что это как праведный гнев, реформация, реконструкция. Вот, Реконструкция чего? ну, возле меня вот такое пламя, оно сейчас угасает. Я слышу взаимодействие а, с, с тем антимиром. Мгм. Так. Считывается также очищение сознания через выбор. Ну, я такая вот энергосфера правильной формы. Мгм. И я слышу, что я защищена, и я вижу, что какая-то, что это такое? От меня тянутся много-много таких энергетических полей, Так, как что это ниточки, такое? прям как электрика. Это считывается как естественная защита божественной реальности. Мгм. Оно Так, буквально как будто бы считывается, знаешь, как руки, которые носят. мгм. Так, и как это влияет на нашу реальность? Ну, это так должно быть. На мою реальность это оно считывается как выстраданное совершенство, да, то есть Мгм. отказ от всего темного. Ну, даже мне Маркуша иногда говорит, что, ну, как можно быть такой категоричной? А я говорю, ну, половинчатости никому еще... Я не могу быть наполовину. Я Мгм. понимаю, что есть это добро, это все то, что в конечном результате приведет до хороших результатов. А зло– это все то, что в конечном результате приводит к плохим результатам. И даже ложка дегтя испортит бочку меда. То есть М. вот этот пафос либералистов, а, это все ложь, это зло. Мгм. Хорошо. Спроси у себя, все ли мы сегодня сделали, то, что должны были сегодня сделать. Да, Мгм. Так, тогда я слышу, что я поднимаемся. утолила свой гнев. А Мгм. этот гнев, оно считывается, это как именно вот эта энергия, которая работает во мне, чтобы восстановить справедливость. И смотри, Мгм. как совпало. Именно я увидела этот ураган,
и через несколько минут ты мне пишешь, что хочешь сделать сеанс. Мгм. Так, хорошо. Тогда поднимаемся максимально вверх, Да? наполняемся живыми светлыми энергиями любви, гармонии, радости, благополучия. Мгм. Отсоединись от всех и от всего. Да. Проверь свое личное пространство, убери все чужеродное, закрой все порталы. Да, сейчас, одну секундочку. Сейчас я поняла. Когда жить по-чистому и выбирать чистое, то мы имеем эту естественную защиту и поддержку Вселенной. И там нет никаких магических действий, ничего этого нет. То есть это происходит все в свое время, так как нужно для общего блага и для блага самой души. А вот этот символ, что шел, это метафора, что этот Адам, то есть магия, это всегда идет, оно считывается как извращение, искажение нашей реальности, грубое вмешательство в законы реальности. И мы отменяем Мгм. эти грубые законы, и я еще проявляю свою волю, чтобы восстановить целостность и полностью убрать эту магию с нашего пространства. Мгм. Так, хорошо. Что происходит? Но я передала, как будто бы такая луна пошла, как эхо по Мгм. всему пространству. Хорошо. Отсоединись от всех и от всего. Да, Проверь свое личное пространство. Очисти от всего чужеродного. Закрой все порталы. да, все чисто. Поднимись еще выше. Мгм. Наполняйся живыми светлыми энергиями любви, гармонии, радости, достатка. Мгм. Ты готова выходить? Да, Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, в которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. да, вернусь. Мгм. Снимаю свои очки. Да, интересненько. Да, ну интересненько. И смотри, а я тебе сразу же отказала, да? Мгм. Сказала, ну, потому что я начала борщ варить. Вот. А потом я подумала. Сразу мне пришла такая а, история из Библии. Знаешь, как там пророков посылали, Бог посылал там что-то сделать, а они не хотели. Ну да, Я, так оно и оказалось. и я думаю, о, не-не, что-то что-то тут важное, не просто так. Мгм. Значит, борщ отложу. Да, чуть А что чуть интерес... подвинем. А вот что интересно еще, это ж борщ не обязательно мне готовить, да? И Марк сказал, мне не готовь, у меня есть. Мгм. Понимаешь? То есть я сколько раз уже ловила себя на мысли, как он чутко руководит. Мгм. Направляет. Да, направляет, да. То есть, другими словами, он сказал буквально пару минут перед тем, как ты мне написала, ну, не обязательно его даже и варить, тратить время, Мгм. да. То есть, ну, Ну, если ты так хочешь там для себя, у меня подружка приезжает, то можешь сварить, но не это самое. ну да, Да, как интересно. интересно оно все прям, это вот такой рисунок у нас сформировался. Да, очень интересно. Ну, я тебе скажу, это очень глубокий сеанс на самом деле. Мгм. Ну да, М. очень интересно, да. А еще, судя из того, как я тебя
Я не только Жмарка нашла среди миллионов других, да? Я ж и Мгм. тебя точно так же притянула Мгм. своим желанием. Очень интересно. Ну, спасибо тебе большое, что ты, М. Тебе спасибо. да, благодарю тебя, что ты меня вдохновила. Ну, потому что ты знаешь, такая мысль пришла, ну, возможно, завтра будет уже поздно. Мгм. Ну, так, возможно, оно так и было бы там, ну, может, там смыло бы эту Ямайку всю. Да. Ну, Ну, очень суть, интересно, да. ну, не знаю, что там уже такое, там этот Сорос, может, он какими-то технологиями там, Да, скорее ну, всего. ну да, просто я ж на уровне энергии, понимаешь, все же держится на контрактах, и все эти действия, все это не имеет значения. Имеет значение расторгнуть контракт, потому что Мгм. бороться и с симптомами, Ну ну, да. это бороться и с симптомами. Но еще и до такого Рассматривать. контракта Ну, докопались, ну вот дошли. скажи, ну кто бы мог подумать? Мгм. Ну, как это? Видишь, как оно все связано? Мы не понимаем, а это, как говорится, неисповедимые пути Господни, ну или Вселенной Да, нашей. а нам надо прислушиваться, быть более Да, чутким точно. к её этим звоночкам. Да, а представь себе, как бы я могла пропустить этот момент, Ну да, пот- из-за потом борща, да. из-за борща. Ну, прикинь, а это действительно так? Да, если так С подумать. судьба этого всей это вот пространства Вселенной. Ш не, Вика отвлеклась на борщ. Мгм. Так бы и записали. Пустим планету по новому циклу. Пусть еще там лет 100 пострадает. Мгм. Пусть придет опять в следующем воплощении и зараза такая сделает свое дело. Ну, я шучу, конечно, потому что Ну если не да. я, то найдется кто-то другой. Не, Но просто свято вот места не бывает. настолько прикольно, что, ну, кажется, ну, какой-то, ну, такое прям, ну, какое-то желание, позыв какой-то. Такой, Мгм. думаю: "Так, надо на всякий случай напишу". И оно вот так, ну, прикольно, блин, вот эти Э, слышать эти все звоночки, Да, откликаться на них. да, да, Так удивительно. интересно. Я под впечатлением тебе скажу. Мгм. Да, я тоже. Вот так вот живем, заботимся, чтобы в доме поубирать, борщик Да. приготовить, а где-то там, А тут все вперед миссию выполнять. да. Ну, мы же как, хочем- выполняем, хочем- нет. Никто нас не заставляет, Да, конечно. да, Вот. Если ты не хочешь, придет кто-то другой. конечно, да. Не, Э, ну с- прикольно вот это. Ну, это, я не знаю, это, знаешь, какая-то связь с высшим "я". Ну, вот мне так кажется, и оно как-то так. Конечно. То есть это ощущение себя, это приходит с целостностью. Вот приходит целостность и приходит вот это, потому что что такое целостность? Ну, это вот сейчас в Украине нет целостности, потому что я не могу поехать на свою родину, где я родилась. Мгм. Да, я не могу поехать на свою родину, ну, в то место, где я выросла, где я училась. То есть там, где я родилась, там, где я выросла, там, где связаны самые лучшие мои воспоминания, да, я туда не имею доступа, потому что там все разодрано, потому что пришли фашисты и разодрали Украину. Украина не целостная сейчас. Вот точно М. так же происходит, когда человек поддается нападению этого. Ну, он сам не виноват, конечно, потому что а, никто не несет ответственность за насилие другого. Жертва всегда права. Всегда прав тот, на кого напали. И всегда не прав тот, кто напал. Вот. Но когда
возвращается целостность, точно так же, смотри, восстановится целостность, Украина расцветет. Она Мгм. переболеет, да, расцветет, и я смогу поехать в Крым, где я родилась. Я смогу поехать в Донецк, в Ворошиловград, где я училась, где я росла. Да, Вот. так и будет. И точно так же в пространстве человека мы многомерная сущность, и целостность это означает слышать все свои аспекты естества, и свою Ну душу, да. свою духовную сущность, и свое тело. Смотри, меня что-то там где-то, ну я не хочу даже сказать, что это заболит, ну просто какое-то ощущение, как будто бы кто-то хочет уколоть. Я сразу спрашиваю, что мое тело хочет мне сказать. И просто разворачивается вся картина постепенно, и я достаю этот контракт, и я его расторгаю. Мгм. А это же каждый человек, это те знания, которые от нас скрывают. Нам говорят, если у вас что-то болит, вам нужно выпить таблетку, Да, чтобы снять симптом просто. чтобы снять симптом. А что ты думаешь, оно начало болеть, я его раз, и оно проработало, и слышу, как эта боль шух и уходит. То есть откуда пришла, туда и пошла. А это что означает? Это означает, что этот контракт какой-то созрел, и через симптом дается запрос сознательной части. Вика, вот контракт. Ну, в том моем конкретном случае, который я Мгм. разбирала, это был с мамой, да, как она меня ломала. Ну, у меня мама очень добрая была. Ну, как Добрый она меня, абьюзер. еще добрый абьюзер, но как она меня ломала, она была добрая только когда я была покорная, а я не Ну была да, как покорная. обычно. Мгм. А я покорная не была, то она меня усмиряла очень жестко. Вот. Запихивала в свои рамки, да, Да, которые она для тебя придумала. да. Она боялась моей уверенности, боялась моего творчества, боялась моей силы. Ну, что она не сможет тобой управлять, да. Ну да, потому что, ну, выйдет из-под контроля. А я ж хорошая была девочка. Я просто не любила, чтобы мной управляли. Я не любила ложь, я не любила то, я не любила сё. Вот. Да, интересная жизнь штука. Да, в общем, Ну, что сказать. до следующих звоночков. До следующих звоночков. Это точно. Ты знаешь, вот действительно, есть такое какое-то. Но как ты считала информацию? Я только, ну я успела встать, я даже не успела, вот я просто в кухню пришла и читаю твои. То есть я не успела начать готовить Мгм. борщ, да? Посмотрела эти новости, встала ну, из компьютера и пошла. Телефон взяла, пересматривая, кто что мне написал. Мгм. Чудеса, да и только. Интересно. Да, 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 как оно очень все интересно. интереснее и интереснее все становится. Да, и мир такой же, он и есть, он не изменился, Вселенная не изменилась. Это мы меняемся, и мы начинаем осознавать себя частью. А что интересно, маленькие детки, они как раз себя так и чувствуют частью Вселенной. Только одна большая проблемка, что они находятся в поле матери и полностью зависят от ее энергетики, от ее решений и так дальше. Мгм. Ну что, Олечка, спасибо тебе Да, большое. и тебе спасибо. М, Всё, до встречи. Давай, до встречи, Мгм. пока-пока. Пока.